Скрываемая технология прошлого. Знаете ли вы о том, что еще в далеком 1922 году в журнале «Наука и изобретения» была опубликована интересная статья об одном уникальном изобретении того времени, сделанном инженером Плоусоном для получения атмосферного электричества? Этот инженер использовал некие шары из алюминия, наполненные водородом или гелием, которые на высоте в 270 метров вместе с конденсаторной батареей вырабатывали постоянный ток в 1,8 ампер и напряжением в 400 вольт. Вот о чем говорится в этой статье под названием «Энергия из воздуха». Во время войны в Германии была разработана новая уникальная технология, которая призвана произвести революцию в наших нынешних способах получения энергии. Эта технология, столь же новая сейчас, как беспроводная связь 25 лет назад, в течение следующих 20 лет достигнет размеров, которые сегодня могут показаться фантастическими. Изобретатель новой технологии, выдающийся инженер господин Герман Плоузон, посвятил много лет своим исследованиям и в настоящее время фактически использует небольшие электростанции, которые вырабатывают электроэнергию прямо из воздуха, днем и ночью, без перерывов и практически бесплатно, как только завод будет построен. Нам довелось в одном из прошлых номеров описать систему примерно по телеграфным телеграммам. Но сейчас доступна полная информация. Количество электроэнергии, содержащейся в нашей атмосфере, поразительно. Плоусон в своих экспериментах обнаружил, что одиночный воздушный шар, поднятый на высоту 300 ярдов, дает постоянный ток напряжением 400 вольт и силой 1,8 ампера, или за 24 часа мощность более 17,4 киловатта. При использовании двух воздушных шаров и специальной конденсаторной батареи полученная мощность составила 8134 кВт за 24 часа. Фактически подаваемый ток составлял 6,8 ампер при напряжении 500 вольт. Лучшие воздушные шары, используемые изобретателем, изготовлены из тонкого алюминиевого листа. Ткань не используется. Простая внутренняя система ребер, опор и проволок придает баллону жесткость, а также определенную эластичность. Если шар герметичен, его наполняют водородом или лучше гелием. Затем он будет оставаться в воздухе в течение нескольких недель. Внешняя поверхность усеяна чрезвычайно острыми штырями, заточенными электролитически. Обычные штыри не оказались хорошими токосъемниками, так как им не хватало чрезвычайной остроты. Сами штифты были изготовлены из амальгамированного зина, содержащего препарат радия для ионизации воздуха. Также было обнаружено, что, покрывая наружную поверхность воздушного шара цинк амальгамы, можно собрать больше тока. Еще лучшие результаты были получены с амальгамой полония. Плоусон утверждает, что функция этих амальгам чисто фотоэлектрическая. Сотня таких привязанных аэростатов, отстоящих друг от друга на 100 ярдов, дает устойчивую мощность в 200 лошадиных сил. Это минимум, ведь зимой эта цифра возрастает до 400 лошадиных сил за счет более высокой электрификации атмосферы. Нам нет нужды вдаваться в технику того, как ток наконец можно использовать в промышленных целях. Достаточно сказать, что проблема была полностью решена Плоузоном. Используя батареи конденсаторов, трансформаторы высокого напряжения и так далее, ток можно преобразовать в любую желаемую форму, например, для освещения ламп, работы генераторов, зарядки аккумуляторных батарей и так далее. Плоусон также изобрел своего рода электростатически вращающийся трансформатор, который дает переменный ток без использования конденсаторных батарей и трансформаторов. Действительно, его выходная мощность очень велика, поскольку он фактически быстро всасывает ток из баллонов коллектора. Нет сомнений, что это изобретение вскоре получит всеобщее распространение во всем мире. Мы увидим Землю, усеянную плененными 5 воздушными шарами, особенно в сельской местности и там, где нет изобилия водными ресурсами. Действительно, недалек тот момент, когда почти вся наша энергия будет получаться из атмосферы. Пока что это, по-видимому, самый дешевый из известных видов энергии. Он намного дешевле, чем даже энергия воды, самая дешевая форма энергии, известная сегодня. Более того, как отмечает изобретатель, рядом с такими электрическими электростанциями не возникает разрушительных гроз, поскольку воздушные шары действуют не только как молниеотводы, но и быстро, безопасно и бесшумно разряжают самую большую грозовую тучу через свои заземленные искровые разрядники. Вот как. Оказывается, это изобретение не только давало практически бесплатную энергию, но и служило защитой окружающей местности от грозовых разрядов. Однако оптимистический прогноз американского журналиста в отношении будущего этого перспективного изобретения так и не сбылся.
И не потому ли, что опять вмешалась некая враждебная человечеству сила, которая опутала проводами и электростанциями на традиционной углеводородной энергетике всю планету. А теперь каждый год под надуманными предлогами повышает нам тарифы на электроэнергию, пользуясь ее безальтернативностью. Но вот вам, пожалуйста, те самые якобы невозможные технологии получения атмосферного электричества были хорошо известны еще 100 лет назад. А вы все еще продолжаете позволять наемным продажным болтунам навешивать вам на уши лапшу о том, что это якобы невозможно. И что независимые исследователи врут, когда рассказывают о технологиях атмосферного электричества прошлого. На самом деле все эти технологии дешевой и бесплатной энергии нам запретила поработившая человечество враждебная ему сила – Хаббат. Вот почему с нас каждый год берут все больше денег за электроэнергию и водоснабжение. Нам уже приходится покупать и питьевую воду. А скоро с нас начнут брать деньги за воздух под предлогом потепления, на которое якобы влияет человек и животные своим дыханием. Непонятно только, как налоги деньгами снизят вред экологии, или тут работает принцип «заплати и делай, что хочешь». Все это будет, если вы так и будете слепо верить продажным наемным ученым и не будете включать свои собственные мозги. Это позволит самоучкам-изобретателям продолжить работу в этом направлении. И спрашивайте с власть имущих, которые хотят, чтобы вы за них голосовали, почему такие технологии не внедряются для блага стран и народов. Только все вместе мы сможем разрушить преступные планы нескольких сотен богатейших кланов, рвущихся к мировой власти и желающих оптимизировать население Земли, всех оставшихся загнать в тотальный электронный концлагерь и превратить в живые батарейки. Запертые в 15-минутных стойлах, неужели это и есть то светлое будущее, которое вы хотите себе и вашим потомкам? Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.